Hare Krishna. You know, Songkran is a big, Сонгран на самом деле большой праздник, подобный тайскому Новому году. И в Чангмае его проводят с особой пышностью. Туристы, которые возвращаются из Таиланда, если они участвовали в Сонгране в Чангмае, не могут забыть его. И когда пришел этот великий тайский праздник, я посмотрел Википедию, чтобы найти, откуда пошла эта традиция. Нашел множество тайских слов, имеющих санскритские корни, например, пуча от пуджа, или рача от раджа, или раджа, бури от пури, и много других интересных наблюдений в этой связи. Аналогично этому слово «санкранг» произошло от санкранти, или от макро-санкранти, то есть от названия сегодняшнего дня. Мы следуем лунному календарю, но макро-санкранти отмечается по солнечному календарю. Это определенное положение Солнца, 14 или 15 февраля, я точно не помню. В это время Солнце движется к северу, и Луна следует за Солнцем. Это называется Уттараяна, что-то в этом роде. Это очень важный день календаря. Он важен и вообще, но для нас он имеет особую важность, потому что на самом деле значение этого дня объяснил Шрила Гуру Махарадж. Иногда мы говорим, святые — это живые писания. Живое писание, безусловно. Безусловно, он соответствовал этому. То, что мы прочли, то, что мы изучили, до какой-то степени верно. Но когда Шрила Гуру Махарадж говорил об этом, об этих темах, он всегда давал новый необычный взгляд. Мы не всегда понимаем, насколько это то или иное утверждение важно, или событие, насколько оно важно, насколько оно значительно и глубоко. Но Шрила Гуру Махарадж всегда объяснял подлинный смысл. Мы сами не знаем, чему мы следуем, всем этим предписаниям саньяси и так далее. А Шрила Гуру Махарадж всегда в это время года был в очень сосредоточенном состоянии ума, потому что дважды в день или даже чаще он думал о нитья-лиле, об этих деяниях. Вриндавандас Такур, когда он описывает это, он говорит, как птица, летящая в безграничном небе. Согласно способности этой птицы, согласно ее силе, или, например, сила пловца, его способность оставаться под водой, насколько глубоко он может нырнуть, насколько глубоко он сможет нырнуть, насколько глубоко он сможет, насколько долго он сможет задержать свое дыхание, настолько он может погрузиться. Такие примеры даются. Каждому по его способностям, насколько он способен понять, насколько он способен оценить. Махапрабху — высшая ступень теизма, высшее чувство теизма.
Но иногда Гуру Варга открывает нам непостижимые истины, как, например, это истина по сравнению с Сарвабхаума и Раманандарая. Сарвабхауме Махапрабху явил Ишварамурти. Что такое Ишварамурти? Ишвара — это бенгальское слово для Бога, для повелителя. Так он явил себя в таком настроении повелителя. Обычно это считается вершиной. В западном мире в особенности он явил себя как Бог, и это считается вершиной всего. Что может быть дальше этого? В западном мире ничего. Сознание Кришны гораздо выше. Вот поэтому оно удивительно и прекрасно. И так он явил Шадбудж, облик, шестирукую форму, в котором присутствовал Рамачандра, приходивший миллион лет назад. И там был Кришна, приходивший в начале Кали-юги. И две руки были руками самого Махапрабху. Зависит также, по-разному описывается в разных местах. Итак, это две руки санньясы, санньяси Шри Кришна Чайтанья, самого Шри Кришна Чайтанья. И потом Сарвабхаума составил эту шатаку, 100 стихов о славе Махапрабху. Very beautiful. And Guru Maharaj is saying, why this is important? Почему это настолько важно? The court pundit of the king of Puri, Pratap, has been converted into a devotee of Mahaprabhu. So naturally, Mahaprabhu's devotees going everywhere. Did you see what при дворе Пратапарудра был обращен вайшнавизм влиянием Сарвабхаума. Он составил эти 100 шлок, описывающих божественное безумие Махапрабху. И так он обратил... Но это была не пропаганда, это была прекрасная передача из сердца в сердце. Но он сказал эти шлоки Пратапарудра был обращен его поэзией, его силой, его верой. Пратапарудра был обращен, потому что Сарвабхаума кто это? Никто иной, как сам Брихаспати, гуру богов. Он обучает богов шастрам, и он пришел в Гаура-лиле. Но тем не менее Махапрабху явил Сарвабхауме Шадбудж, а Раманандира он явил Расарадж, Расовайса Кришна. Расовайса Кришна, Ахилар Самритамурти. Как мы говорили с одним другом в Китае, он буддист, он угощал нас чаем, желтым чаем, разными другими сортами чая, и мы пили, но мы чувствовали себя в седьмом небе от счастья. И Налина объяснила, что у них есть 1000 сортов этого чая. Можете представить? 1000 сортов чая. И после этого он начал говорить о пустоте, о буддийской нирване. И я сказал, вы как раз открыли ресторан, назовите его ресторан «Пустая чаша». Приходите и пейте из пустой чаши. Наслаждайтесь безграничной пустотой. Из ресторана «Пустая чаша». Смотрите на эти буддийские рестораны в Китае. Может быть, до сотни различных подношений, различных блюд. Я не преувеличиваю. Сотни различных блюд. От людей, верящих в какую-то пустоту. Конечно, я не мог сказать этого прямо, это смешно, это несколько унизительно, но я хочу сказать, как может быть изначальный источник всего этого разнообразия, всей этой красоты быть просто ничем? Разве это возможно? Разве это логично? Безусловно, он один, да, он субстанция, единая субстанция, но тем не менее он исполнен разнообразия. И это идея Махапрабху, очините беда татва, непостижимого единства и различия. Мы наслаждаемся вкусами.
Чего мы хотим? Мы хотим пробовать прекрасные вещи, слышать прекрасные вещи, смотреть на прекрасные вещи. Мы хотим красоты, мы хотим наслаждаться вкусами, прикасаться, ощущать, обонять. И Кришна — это король, царь расы. Он царь чувства, он империя чувства. Если мы возведем это в безграничную степень, то тогда мы получим Кришну. Вот такой Кришна. А Махапрабху кто это? Что Махапрабху показывает Рамананде? Он показывает Расарадж и Махабхав. Расарадж и тот, кто способен извлечь, понять красоту Расараджа. Как она смогла? Радхарани. Как она смогла понять эту красоту, понять этот нектар? Каким образом? Как она извлекает нектар Кришны? Nourishing her group. Она раздает его and giving Krishna своим happiness. преданным. What do you give to the man who doставляет удовольствие Кришне? Что может доставить удовольствие тому, кто сам источник всего счастья? Что может доставить ему радость? Он сам воплощенное блаженство. Что делает его счастливым? Когда он видит, что этим делится с теми, кого он любит. Расарадж, Махабхав, Дуи Экаруб. Они стали одним, они пришли в одном теле Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Насколько это изумительно. Гуру Махарадж говорил, только Рамананде он явил. Сарвабхауме он показал только Ишвара Мурти. Но Рамананде Рая он явил этот облик. Расарадж, Махабхав, Дуи Экаруб. When this time would come, Гуру Махарадж, когда пришло время его Нитья Лилы, Nitya Lila, Korilo Prakash, he's thinking of these particular pastimes. Думал именно об этой лиле, постоянно думал об этой лиле. At the basis of these pastimes, there's some sadness for the devotees. Основа этой лилы — глубокое чувство скорби, которое испытывают преданные. Гуру Махарадж писал в этой прекрасной песне несколько строк из нее. Она описывает их чувства, как они рыдают, как они провожают Махапрабху, как они умирают от разлуки с ним, даже оскорбители. Иногда арийцы, жители Пури, говорят, это род такой шутки, прекрасной националистической сектантской шутки. Они говорят, бенгальцы не поняли Махапрабху, и он ушел от них. Но он пришел в Орису и никогда не уходил отсюда больше. И Гуру Махарадж, смеясь, сказал, Навадвипу он отринул. Rather than saying it's part of the pastimes of Mahaprabhu, they say, от Навадвипа people don't appreciate только в Пури он остался, что-то в таком роде. И они говорят, арийцы, да, Махапрабху покинул Бенгалию, потому что там не смогли его понять. Это прекрасное, не знаю, что это называется, как это называется в этом мире, сектантство это или еще как-либо, но это прекрасное сектантство. Однако еще есть большая степень помешательства, когда Гаурангу называют своим. Я был впечатлен. Однажды я проповедовал одному человеку, он был министром туризма в бенгальском правительстве. Не знаю, правда это или нет, иногда я сам не верю в это. Его звали Тарун Канти Гош, и он внук Амия Нимай Чарита. Prafula Kanti Ghosh. Anyway, the editor of the Amrita Bazar Patrika. Редактор Амрита Базар Патрики бенгальского еженедельника. И он пришел к нам в храм, и мы повторяли круги, говорили о чем-то. И у нас есть божества Радхи Говинды и Махапрабху в нашем храме, и там стоят ящички для пожертвований возле каждого божества. И
Обычно они жертвуют Радхи Говинде, но он пожертвовал именно Махапрабху. Я встретил его в дверях, он посмотрел на меня, из глаз его текли слезы, и он утирал их, и он говорит: «Амар Гауранга, мой Гауранга». Я подумал, да, в этом мире есть ужасные вещи, и не знаю, что самая ужасная вещь в этом мире, но однозначно эти слова «мой Гауранга» — это, наверное, самая прекрасная вещь в этом мире, которую я когда-либо слышал. Гуру Махарадж настаивал, что все, кто были, мы видели, те, кто были в Индии, Бенгалии, мы знаем об этом, что Махапрабху носил в Бенгалии грехаст хаеш, одежду домохозяина, потому что они не поклоняются Махапрабху как санньяси. Они не могут принять его облик санньяси. С самого начала сознания Кришны нам рассказывали об этом, но, может быть, 30, 40, 50 лет или даже 30 жизней понадобится, чтобы хотя бы оценить глубину этих чувств, настоящую глубину, подлинную глубину этих чувств. Но иногда наша Гуру Варга являет нам эту глубину до определенной степени. И мы говорим: да, преданные были несчастливы, но какова степень этого? Или преданные говорят: они любили Махапрабху, но насколько любили? Какова? Насколько интенсивна эта любовь, насколько безгранична эта любовь. Мы не можем этого понять, мы не способны этого понять. Но иногда в присутствии Шрилы Гуру Махараджа мы чувствовали, что он переживает эту любовь, улавливая его настроение в определенные моменты времени. Как, например, дома. Иногда он распорядился, чтобы 3 дня ели простую пищу, дому. Он говорил: «Прасад должен быть очень простым». Почему? Потому что в эти 3 дня Махапрабху не ест, не принимает пищи. Но он не настаивал на полном посте, просто говорил, что нужно питаться очень просто в эти 3 дня. Он думал: вот этот Махапрабху здесь, он пошел туда, и в свои последние дни Гуру Махарадж постоянно размышлял Махапрабху и Нитянанде о том, как они идут вокруг Навадвипы, совершая дхама-парикраму. Иногда он был в божественном настроении, и преданные спрашивали: «Махарадж, а где они теперь?» И Гуру Махарадж говорил: «Сейчас они в Шантипуре». И он очень серьезно говорил это. Мы здесь в Чайтанья Бхагавате, есть Чайтанья Бхагавата, Чайтанья Чаритамрита. Из этих 2 книг Чайтанья Бхагавата в большей степени сосредоточено на Ади-лиле, его ранних деяниях. Вриндаван Дас Такур, как о нем говорит Кришнадас Кавирадж, он вьяс читания лилы. И этот вьяс сосредоточен в основном на Ади-лиле, на рождении, детских деяниях, его деяниях учителя, потом домохозяин до принятия санньясы. Затем она снижает, затем она затухает. Читание Чаритамрита в основном посвящена тому, что происходило после принятия санньясы. После Мадхья-лила и Антья-лила. Читание Чаритамрита. Но Читание Бхагавата имеет в основном дело с Ади-лилой. Нимай Пандит, он учитель. Кого он учит? Интеллектуалов? Нет, он учит начинающих. Он сам юноша, он обучает таких же юношей. То есть он обучает начинающих. Хотя, когда это необходимо, когда приходит Кешава Кашмири, он проявляет природу великого пандита, великого ученого.
Он был великим ученым, но он учил начинающих. Он любил это. Но когда пришло время традиции, его отец умер. По традиции он отправился в Гаю, в Варанаси, в Гаю, в эти священные места, чтобы провести погребальные церемонии по своему отцу. И тут он встретил ученика Мадхавендрапури и Ишварапури. Когда он возвращается в Навадвип в этом настроении, то этот великий знаток санскрита Нимай Пандит, великий ученый, превращается в человека, который повторяет имена гопи, 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 имена гопи и просто слова гопи, гопи, гопи. А его ученики подумали, он окончательно выжил из ума. И они сказали ему, в Писаниях рекомендуется повторять имена Кришны, а не гопи. Они попытались его наставить на истинный путь, но в это время началась бхакта-бхава в его сознании, и он закричал: «Кришна, этот обманщик!» Он стал ругать Кришну, потому что он был в настроении гопи, он был вдохновлен Праджа-гопи, он стал ругать Кришну. «Не говорите мне об этом негодяе Кришне!» И он с палкой погнался за своими учениками, и они бежали от него по всей Навадвипе, и они кричали: «Нимай Пандит выжил из ума! Он выжил из ума!» Они сказали, он всегда был странным, сейчас он окончательно рехнулся. А мы браманы, все-таки мы браманы, нельзя с нами так поступать. И они пытались. Они пошли к Гангаласу Пандиту, его учителю, и сказали ему: «Позаботься-ка, посмотри-ка на него». А Гангалас сказал: «Нет, он полностью вышел из ума». Даже Шачимата думала так. Есть такая китайская медицинская штучка, как она называется, мексикон. В Индии тоже есть нечто похожее. Брахма-расаяна. Так она взяла Говараджа Брахма-расаяну. Она сказала, он постоянно смеется, он должно быть безумен. Он смеется часами, не переставая. Она подумала: мой бедный Нимай, что-то случилось с его сознанием. Потому что он смеется, не переставая, 6 часов. Then she's thinking what to do. Она думала, что делать. So they have Тогда like a big bathtub. Взяла they fill the bathtub with the oil. If we just immerse him in the oil, maybe that'll деревянной ванной и наполнили его маслом и поместили туда Махапрабху. И он сидел в этом масле и смеялся как безумный. Дикий смех разносился вокруг. И в это время пришел Шривас Тхакур. And she's saying, "Oh, Srivas, Nimai." Она сказала: «Шривас, Нимай сошел с ума». Шривас сказал: "What he's got? А что он? I want a drop of that." А что он пьет? Я хочу каплю этого. Дайте мне хотя бы капельку. And then Нимай Пандит suddenly stopped laughing. Неожиданно прекратил смеяться. He said, "Srivas, и спросил: if you thought I was crazy, I would just leave the world. Если бы ты сказал, что я сумасшедший, but that you мне пришлось бы умереть. Но ты считаешь, что я норmalен, поэтому у нас есть чем заняться». So Srivas Thakur, Шривас they're all, Тхакур, everything's fine, it's beautiful. Sachimata's there, Vishnu Priya. Панчататтва, Шачимата, Вишнуприя, прекрасно. Все это прекрасно. Но Нимай Пандит, однажды он сказал нечто загадочное. Он сказал, поскольку люди вокруг не принимали его всерьез, и они думали, что он лечится аюрведой, пипаликанда. Он подумал: пипаликанда, я нашел настоящее лекарство, я знаю, как вылечить их. Or as Guru Maharaj put it, he said, the patient is abusing the doctor. Говорил: here's the doctor who can save you, and you're abusing him. Пациент — это вызов для врача. So he's thinking, what to do? Итак, он думает, что мне делать? И он сказал: если я приму саньяс, то по традициям индийской культуры
все будут кланяться санньясе, все будут уважать его. Поэтому если я приму санньясу и буду ходить от двери к двери, люди будут поклоняться мне, кланяться мне, и тогда они обретут огромное благо от этого. Сейчас же я не только им не помог, я сделал их болезнь еще миллион раз хуже, потому что я теперь они оскорбляют меня, а я Махавадан, я аватар. Они оскорбляют самую великодушную аватару. Поэтому я не помог им, я только усилил их болезнь миллион раз. И так он поделился со своим планом с Нитянандой Прабху. Нитянанда пришел в шок. Он сказал, он подумал о его волосах, он сказал, неужели ты хочешь свои прекрасные волосы, густые, черные волосы, ты хочешь их сбрить? And he starts thinking about Sachi Devi. Он сказал, подумай о Сати Деви, это убьет ее. She won't be able to live. She Она already не переживет lost этого. his elder Она brother, потеряла Vishwarup, старшего сына Вишварупу, он ушел, принял санньясу. Она потеряла Джаганатха Мишру от своего супруга, он умер, а теперь ты еще лежишь дома, приняв санньясу. Что будет с ней? Как она выживет? Как она будет жить? Нимай Пандит, они спорили, и в конце концов Нитянанда сказал, ты независим, делай, что хочешь, делай, поступай, как знаешь. Это только Нитянанда Прабху мог такое сказать. Только ему разрешено было спорить с Махапрабху, потому что он второй я, Кришна. Он Баларам, второй я, Кришна. Поэтому Гуру Махарадж сказал, поэтому он может спорить с Кришной, потому что он другой. Он его второе я. Иногда Шива тоже занимает такое положение, что он против Кришны. Бывает такое, что Шивой. Но Нитянанда Прабху, у него было особое противоречие. Он мог противоречить Махапрабху. Но он сказал, Нимай Пандит сказал, хотя ты знаешь мои лилы, ты знаешь, для чего я пришел, ты знаешь, как я поступлю, ты все равно знаешь об этом. Но что нам делать? Как сделать так, чтобы Мачача не узнала об этом, так, чтобы это не прикончило ее? Как нам это устроить? И они стали это обсуждать. Это такая очень сокровенная беседа, она даже не входит, не описана ни в каких книгах. Это очень сокровенные вещи. Nityananda faints, actually. Gadadhar. Most of them, they can't take it, but he knows what's going to happen. Он знает, что должно произойти. Мы не можем представить, насколько прекрасно, насколько нежности, сколько любви и привязанности в этих деяниях. Мы не можем себе это представить во всей полноте, но мы теоретически можем что-то понять. Хотя бы теоретически. Какова такая бесконечная, какова та бесконечная степень любви, какова та бесконечная степень чувства разлуки в своем самом полном проявлении, в своем высочайшем расцвете. Не то, что какие прекрасные истории. Это не так. Это разбивающее сердце, разрывающее душу, выворачивающее наизнанку все наше существо, приводящее в безумие. Например, родители провожают детей в колледж, они не уедут целое лето, они чувствуют разлуку. Это плохой пример, поверхностный пример, но мы можем в этом направлении примерно лежат эти чувства, только не в бесконечной степени, более глубокие, более чистые, более возвышенные. Итак, Нитянанда Прабху играет свою роль, чтобы уберечь Шачимату от разрыва сердца. Санкадас Пандит, Мукунда, Чандрашекхар. So, Нимай Пандит calls was probably the last meeting.
Нимай Пандит проводит последнюю встречу с преданными, хотя большинство преданных об этом не знают. Они не знают, что произойдет этой ночью. Он приходит, и они поют прекрасный киртан, раздают гирлянды преданным, прекрасный киртан, и приходит Коловеча Шридхар. Кто такой Коловеча Шридхар? Он делал тарелочки из банановых листьев и продавал их. Так он зарабатывал себе на жизнь. They're very cheap, and I mean, if they're cheap now, you can imagine how cheap they were 500 years ago. But Нимай Pandit will, and whatever he makes from selling the leaf plates and paraphernalia, 50% is spent on Ganga Puja. И на эти гроши он половину этих грошей тратит на поклонение Ганге. Таков его ежедневный церемониал. Махапрабху очень любил его, он пленил его сердце. Когда Махапрабху и Нитьянанда Прабху пошли на первую Нагар Санкиртану по Навадвипе, они остановились у дома Коловеча Шридхара и стали танцевать возле его дома. Тогда Махапрабху нашел какой-то старый грязный кувшин с водой в его доме, и он схватил его и стал жадно пить эту воду и сказал: какой нектар! Предложи мне листок, плод или воду. Это стих из Бхагавад-гиты. He has another pastime, the Mahaprakash. В этой связи вспоминается. И Махапракаш также связан с именем Коловеча Шридхара. Когда Махапрабху 28 часов восседает на Трисимхасане, проявляет божественное настроение, исполняя внутренние желания, духовные желания всех преданных, даруя Кришна-прему. И в это время является Коловеча Шридхар. Нимай Пандит. Еще до этого. Нимай Пандит, почему он так любит Коловеча? Он всегда приходит к Коловеча Шридхару и покупает у него эти тарелочки, но он никогда не платит за них. Даже пайса. That's not the price I'm asking for. Remember, he's asking for almost nothing. And Нимай Pandit will say, give me a discount. And I'll say, I can't give a discount. I've already discounted it. As far you could buy it from somebody else. No, I want to buy from you. Это слишком дорого, дай мне скидку. Коловеча говорит, зачем, какая скидка может быть тут? Они не стоят ничего. О какой скидке ты говоришь? Бери даром. And spends half of his nothing on Ganga Puja. That's the man he's cheating. Обманывает Коловеча, Махапрабху обманывает кого? Этого бедняка, который половину своих жалких грошей тратит на поклонение Ганге. Он обманывает его, и он любит его. Махапрабху говорит, я знаю твое сердце. Коловеча молится. Мое желание, мое одно желание только в том, чтобы жизнь за жизнью этот прекрасный браман приходил ко мне и обманывал меня, и забирал у меня все. Вот его молитва. И в тот вечер тоже пришел Коловеча Шридхар. And he gives that. And Mahaprabhu is saying, there's no tomorrow. И также приносит can't have it tomorrow. There is no tomorrow. Махапрабху говорит, завтра в этом доме не бывает завтра. So Нимай Pandit gives the milk and the lao squash to Sachi Mata. This is the only relief she gets because she knows what he's going to do also. She cooks that. It's the last thing he eats. All the devotees leave in that night. Who is in his house? Он приготовил для всех преданных это блюдо, и они все наслаждались. И потом он идет спать, погружаются в йога-нидру. В то время с ним были только двое. Это, кажется, были Адвайта и Нитьянанда. Они сопровождали его в его йога-нидре. Сачимата cannot sleep. Сачимата не могла спать в тот день. This is so painful. Такая боль была в ее душе. О чувствах Вишнуприи даже не упоминается. That's how unbearable настолько that интенсивная, настолько... She is, but it's not much.
Она упоминается сама по себе, но о ее чувствах ничего не говорится, потому что она не настолько интенсивная. Настолько сильная. And with Vishnu Priya sleeping his wife, she's 14 years old. Разлука, потому что Вишнуприя, it's written in the Bhagavatam, Шичимата, они провели эту ночь в безумии. Ей 14 лет. Вишнуприя. В Бхагаватам есть известная шлока, посвященная деяниям Рамачандры. Но Вишванат Чакраварти Тхакур объяснил, что на самом деле эта шлока не о Рамачандре, а о Махапрабху. Dharmista arja bachasad nirgararanyam mayam rigam doita ipsita ambadavad bande mahapurushate charanaravintam. He has to reject the imperial throne of the Krishna Prema in the heart of Vishnu Priya. Царский трон Кришна Према в сердце Вишнуприи. Он покидает царский трон, разрывая тем самым сердце Вишнуприи бесконечным чувством божественной любви. Шичимата, она в целом онемела. Она сказала только несколько слов Вишнуприи, но в целом она онемела. The devotees come the next day and Navadvip is devastated, all the devotees, to discover he's not there. They're fainting, they're crying. Вся Навадвипа оцепенела, они рыдают, они страдают, они плачут. И Шичимата говорит им, is in this house, it's like we say, the Bhagavatam, tasmai deyam tato grajam sa pujo cha yatahyaham. The devotees are qualified as Krishna. Whatever is his is theirs. Представляют Кришну. So she's saying, whatever is here is если yours. У него, то есть и у них. Whatever is his is yours. Что у него, то и у вас. Что у него, то и у вас. And Нимай Пандит goes to Katva, отправляется в ашрам Кешава Бхарати, to take sannyas. Чтобы принять саньяс. And the word is spread. So many people are gathering, as we hear also, собираются огромное количество людей, большая толпа, группа Госвами говорит, Sadopasyaśtamam Drita Manujakai Pranaitam Bahadbiya Givanai Girisha Parameshta Parameshti Prabhritibhi Sabhaktebhya Sudham Nijabhajana Mudram Upadisham Sat Chaitanya Kame Dushor Api Dushor Yasyati Padam. Even millions are coming because gods are descending in human form. Brahma, Shiva, others. Миллионы людей и боги пришли в человеческом обличии. Брахма, Шива и другие, и все они плачут. Guru Maharaj says in his все они здесь. Premadama Stotram, the Lakta Lochaneshu Harsha Varsha, like tears raining from the eyes of millions. Из миллион глаз текут слезы, падают слезы. Shorn from him. But Kesava Bharati, seeing him at first, and he's being threatened by the people. If you give sannyas, we'll destroy your ashram. И люди угрожают ему. Только дай ему саньяс, мы разрушим твой ашрам. Thought up this sannyas thing anyway? Where does that come from? Спрашивает, кто этот саньяси? Кто это? That you'll have to leave your mother? This is crazy. Where does it say that? Что он бросил свою мать? Нет, это непредставимо, это сумасшествие, это безумие. That's the tape our genius in the control room. No. Priyanana tells her mother, like, listen to this tape of Guru Maharaj. Guru Maharaj saying, you have to give up your mother, your father, they're all temporary. Она говорит своей матери. That's the only tape you could find. You could think of to play for your mother. О том, что ничто не имеет смысла в этом мире. You'll have to give up family life.
Оставь семейную жизнь, как Гурудеву сказали. Твоя мать никто, твой отец никто, этот мир ничто. Отринь все и просто приходи в движение сознания Кришны. And what would Swami Maharaj do? He would just lie in the very sweetest way and say, you don't have to give up anything, just add this. And then you'll have to give up everything. Ничего не отказываться, But не you don't say that. отказывайтесь, You don't просто have to give up примите anything, это just add this. в своей жизни, примите это в свою жизнь. Но если вы примете это в свою жизнь, то весь мир для вас утратит свою красоту, свое великолепие, и вы отвергнете его. You lose all interest in everything, family, friends, the world, existence, and you become like мир, все это теряет для вас свою привлекательность. Вы просто just sometimes going from tree to tree, getting something. станете как She says птица. that's the effect of hearing about Krishna. Your life is ruined. Просто станете птицей, и But the other птицей, thing, what которая kind вырвалась of, из yeah, you сети. become a bird. What kind То of есть, если bird? вы примете сознание Кришны, вся ваша жизнь разрушится. Yes, you Вы lose станете interest in птицей, all the какая-то mundane птица, things. хамса, лебедь, парамахамса. Вы отвергаете не жизнь, вы As отвергаете you мирскую жизнь. Сарвати chant Такур говорил, Hare Krishna Mahamantra, когда вы повторяете I mean, Харе Кришна substantially, Махамантру, Vaikuntha Nama Grahanam, когда по-настоящему, когда это you Вайкунханам, lose interest in Краханам, chanting other things, тогда у вас нет other интереса. sounds. Вы потеряете интерес ко всем прочим I mean, at звукам в least for этом мире. him По крайней and мере, для those него of это было his верно. Вы type. потеряете интерес ко всем другим звукам и именам в этом мире. We almost could not believe hearing these things. Мы даже не верим в это. Almost. Нам не верится в это. It's the almost Практически невозможно. makes all the difference. But because we have some faith in our Но Guru Varga, все-таки у нас есть небольшая вера в нашу Гуру Варгу. we Только can поэтому мы have a обсуждаем hint, эти деяния, understand the direction that it's going. и мы понимаем, в каком примерно направлении Svarna koti лежит, darpanaba deho varna gauravam лежат наши padma поиски. parijata ganda banditanga saurabam koti kami murchitangri rupa rasa rangaram prema dama devam eva nomi gaura sundaram Svarna koti darpanava deho varna. Guru said, how golden is Gauranga? Like 10 million brilliant shining mirrors made out of pure Что такое gold. золото цвета Гауранги? Что такое золото облика Kotikami Гауранги? murchitangri rupa Миллион rasa. лун, затмевающий 10 миллион million лун своим cupids will сиянием. swoon to see the beauty 10 миллионов of Gauranga купидонов. Mahaprabhu. So Kesava Bharati is saying how to get out of this. He's saying, you have to get your mother's permission. 10 миллионов купидонов повержены в виде красоту Гауранги. И поэтому Кешава Бхарати сказал, спроси у своей матери, нужно получить ее разрешение, а потом возвращайся. Look at you, you're Как только so собрался charming, you're сделать это, so он beautiful, сказал, she'll have to agree. он сказал, нет, 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 пожалуйста, вернись, потому что я понимаю, что ты увидишь ее. И так они shave his head. Millions of people are crying and fainting. They can't stand сбривают it. волосы Махапрабху, миллион людей, And the стоящие barber, he здесь. can't even do it. Somehow they do it, and that barber, Guru Maharaj said, he swore, I will never touch another head. Рыдают, So he became a парикмахер, который сделал это, он больше не прикоснулся к своей бритве. Он сказал, я больше не прикоснусь ни к чьей голове. Он прикоснулся к самой сладости, с воплощению самой сладости. Чья еще голова могла после этого волновать его? Он забросил свою работу. А в это время отец Шринивасачарьи был там также. Kesava Bharati, well, first, Mahaprabhu, right before giving the sannyas mantra, Mahaprabhu says, I heard this in a dream. A Mahajan came to me and told me this. Is this the mantra? So he gives the mantra. Спросил Махапрабху. Really, he's initiating Kesava Bharati. Махапрабху говорит, сказал ему, я знаю санньясу мантру, я получил ее во сне. Я скажу ее тебе, и потом ты посвятишь мне при помощи этой мантры. И так он сказал эту мантру из санньясу сампрадая Майявади, Таттвамаси.
Татвамаси, и он изменил ее смысл. Он сказал, Татвамаси, это не ты есть тот, Татвамаси, это значит, я твой, я принадлежу тебе. И Кешава Бхарти сказал, о, да, это мантра, та самая мантра. Татвамаси. И он изменил его имя и сказал, обычно мы даем имена Тиртха, Бхарати, Ашрам, Пури, но в этот раз я вижу, что твое имя должно быть другим. Мое имя Бхарати. Но весь мир без сознания спит в невежестве, а ты даешь ему пробуждение от невежества. Ты чайтанья, сознание. Ты чайтанья, ты сознание. Не просто сознание, а сознание Кришны. Поэтому твоим именем будет Шри Кришна Чайтанья. И отец Шриниваса Ачарья обезумел. И он стал повторять Чайтанья, 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 видя красоту Махапрабху и приняв имя Чайтанья. После всего этого он вернулся в свою деревню. И у него спрашивали, ну как там было? И он говорил, Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. И поэтому Гуру Махарадж сказал, он стал известен как Чайтанья Дас. And they're trying to do the yagya, Mahaprabhu jumping up, chanting Krishna Nam, dancing. Махапрабху просто стал танцевать, петь имена Кришны. Kahan Krishna Prananath Murali Badan, Kahan Karun, Kahan Pan Brajendra Nandan. He's madly searching for Krishna. Его безумный поиск Кришны. Где Кришна? Remember when Gadadhar, he asked Gadadhar Pandit, where is Krishna? Где Кришна? И Гададхар Пандит сказал, в твоем сердце. И он стал рвать свою грудную клетку. И Гададхар сказал, нет, нет, не в этом смысле, и не в буквальном смысле. Он в безумии искал Кришну. Guru said, like an infant, like in a very childlike state. Is he this way, that going? Как ребенок, как младенец, в таком настроении, Гуру Махарадж сказал. Он был в таком настроении младенца, и поэтому Нитянанда Прабху ввел его в заблуждение. Он обхитрил его. Шел, рыдая, скорбя, с сокрушенным сердцем. Так Махапрабху искал Кришну, Господа своего сердца. Он хотел отправиться во Вриндаван, но Гуру Махарадж сказал тоже в этом смысле. Сила привязанности преданных не пустила его. Вот почему он не мог уйти. Привлекательная сила преданных удержала его. Это то, от чего мы не можем уйти. Это мы не можем уйти от преданных, от их любви. Sachimata, Vishnupriya, Advaita, everyone. By their hearts, they're pulling him. Они их сердца, сила любви их сердец не пустила его в Вриндаван. And then Nityananda sees an opportunity. Также Нитянанда увидел. He sees some cowherd boys on the banks of the Ganga. Он придумал, он сразу же сообразил, он увидел какого-то пастушка на берегу реки, и он сказал Махапрабху, если саньяси придет сюда и спросит тебя, где Вриндаван, покажи ему вот туда. Ты понял? So Nityananda is walking, and Mahaprabhu sees what appears to be a sannyasi. He says, "Oh, Shripad." Махапрабху видит. Oh, perhaps before that, Mahaprabhu sees, oh, those cowherd boys. Махапрабху видит этого мальчика. They see Mahaprabhu and they go. They have cows and their cowherd when they go. Он видит там коров, он пасет коров. Махапрабху видит мальчика, и мальчик говорит Харибол. Махапрабху говорит Харибол, Харибол, Харибол. Где это? И мальчик говорит Вриндаван. Это Вриндаван. Он там. Vrindavan, can I go with you? Yes, it's right here. Шрипад, куда мы идем? В Вриндаван. В Вриндаван, да. And Mahaprabhu is singing Kavi Karnapur's sloka. Ты видел Although interestingly, Kavi Karnapur is probably like a toddler at the time. На самом деле Кави Карнапур говорит об этом в what will later become
шлоке. Он писал эту шлоку уже гораздо позже, но он все равно созерцал эти игры в своем сердце. Он написал об этом прекрасную шлоку. Your Krishna, like liquid Brahma, Krishna Prem, liquid flowing, purifying the world. Жидкая Кришна Према, жидкий поток, очищающий весь мир. Настолько это прекрасно. So he takes the Ganga to be the Jamuna. Он принял Гангу за Ямуну. Then he bathes happily. Затем он омылся в Ямуне, And when he comes out, в том, что он читал в реке, который считал Ямуну, и неожиданно увидел Адвайта Ачарью, потому что Нитянанда привел Адвайта на лодке. И Махапрабху спросил Адвайта: а что ты делаешь во Вриндаване? Откуда ты знаешь, что я здесь? What do you mean, how did I know? Wherever you are is Vrindavan. Адвайта спросил: что значит, откуда я знаю? Где ты, там и Вриндаван. Then Нимай Пандит starts saying Nityananda Advaita. Затем Нимай Пандит Nityananda, one of his tricks. Что Нитянанда Адвайта хитрили его. Why not, change your clothes are all wet, get a new cloth, come to my place in Shantipur, we eat very simple there. Надо одеть сухие одежды. Пойдем ко мне в Шантипур, мой дом. Мы примем простую пищу, как и подобает санньясе. Сколько ты не ел 3 дня, эти 3 дня, те самые 3 дня, о которых говорил Гуру Махарадж. И потом он сказал преданным по секрету: приведите Шачимату, и они ведут Махапрабху в Шантипур, Сита Такурани готовит для них. Изумительные блюда приходит Шачимата. Вот эти 3 дня. He can't, in other words, именно поэтому Гуру Махарадж, an indication of something, of the love in his heart for Mahaprabhu, he cannot честь этих событий, enjoy or eat during that time. Чувствуя, переживая эти чувства, находясь в этом же настроении, он не мог принимать пищу в эти 3 дня. Он не мог наслаждаться пищей. Internally, he's incapable of doing that. Но внутренне он не был способен в эти 3 дня принимать. Прасад. Нет, мы так не способны. Мы не способны. На что мы способны? Мы способны об этом подумать, мы способны об этом поговорить. Это наш вклад. Если бы мы хотя бы если мы хотя бы немного смогли бы оценить эти лилы, мы получили бы безграничное благословение. Если мы только знали, насколько это прекрасно, это было бы для нас настолько благоприятно.